Добрый вечер. Начинаем наш прямой эфир. Мир мертвых, истории и вопросы. То есть вопрос имеется в виду ответы на вопросы. Ты уже зажгла, Ян? Да, она... А, нет, не зажгла, это не зажгла. Сейчас зажгу, точно. да. Пока Пока мы все, проболтали. тут собираемся потихонечку. Вот. И, собственно говоря, начинаем. Гляньте, вот эту свечку вообще не видно. Вот там, точно. в экране. Она растворилась прямо в этом. Ага. Даже огонь не видно. Да, да. Хотя он там туда-сюда. Странное вообще, честно говоря. Ну ничего. Не, ну так. Вот руку так сделай. Вот видите, есть свеча. А теперь нет свечи. Вообще нету. Интересное дело. Не, ну всяко бывает, ну то, что до такой степени в воздухе. Ну, наверное, потемнее станет и уже Ну да. будет видно. Постепенно будет проявляться. Да. Ну, мистические истории, собственно говоря, вот Она не просто так. не просто так, да. Я хочу вам сказать, что даже вот когда снимали ваш любимый сериал «Великолепный век», там было очень много мистики. Очень Друзья, много меня мистики. хорошо слышно, а то я тут чуть-чуть в отдалении сижу. Да, если плохо слышно, то она подойдет поближе. И там было очень много мистики. И однажды, когда снимали про Сулеймана Великолепного, исполнитель главной роли Халид Эргейч, он сказал, что вот интересно, что бы он сказал, если бы он увидел меня в его роли, одобрил бы, правильно ли я играю. Это очень большая ответственность. Почему исторические персонажи, они... Вот как, у вас хорошо, у меня какая-то фигня. Это от экрана зависит и от интернета. Интернет. Кстати говоря, вот. Здесь на этом немножко не очень. А вот сейчас вот включила такое уже четче. Так вот, и он говорит такие мысли, и он вслух сказал своему оператору, что он должен был там с разных ракурсов его снять. И он сказал, вот интересно, Сулейман Великолепный как бы посмотрел на мою роль. Ну, правильно ли я передаю его? Потому что можно же разозлить эти души. И в этот момент кто-то начал как бы поправлять шторы. То есть вот шторы начали дергаться, не было там ничего, и много было свидетелей, стояли они, боялись шелохнуться, и кто-то просто поправлял шторы. То есть он посчитал, что это знак, что его игра, его роль очень нравится тому персонажу историческому, которого он изображает. Так что, друзья мои, во всем есть мистика, не просто так. Но мистикой мы называем то, что не можем объяснить. Вообще в мироздании, в природе нету аномальных явлений, нет мистических явлений. Все закономерно. Если вы видите какой-то подобие человека, да, человеческий силуэт, это не значит, что это мистика или аномалия. Это значит, что вы просто не можете понять, кто это, и объяснить это. На самом деле это все правильно. Был такой случай, когда женщина опоздала, значит, и на последней маршрутке поехала к тете для того, чтобы унаследовать наследство от бабушки. Село находилось чуть подальше от трассы, и нужно было там минут 15 идти. Уже были сумерки, собственно говоря. Она не боялась, потому что в детстве часто бывала в этом селе. Вышла из маршрутки и пошла пешком. И увидела, что какая-то бабушка со стороны, значит, присоединилась и пошла. Она даже удивилась, потому что на той стороне кладбище, но подумала, что, наверное, она пришла навестить родственников, собственно говоря, и идет домой. Вот эта бабка, значит, начала с ней идти, и разговорились, и она сказала, что ты, милочка, так поздно идешь-то одна, там, в село, и она говорит, я вот к тете своей, ты внучка вот этой-то, ну да, иду вот в наследство принять, там попросили, бабка умерла, надо пойти там
все это подписать и принять наследство. Она сказала, да зачем тебе наследство? Ты же помрешь через 3 месяца-то. Зачем тебе зря идти? И она испугалась, естественно, обомлела от этих слов, повернулась, чтобы спросить, как помру, что это означает. И от бабушки след простыл. Бабки нет. И когда она пришла в одном дыхании просто, прибежала домой и тетку свою спросила, и та сказала, что, ну, по описанию, как она была одета, она сказала там, ну, в общем, назвала, как эту бабушку звали, и что именно вот в этих одеждах ее и похоронили. И они очень сильно испугались, на следующий день пошли к одной знахарке, чтобы отчитать. То есть это о том, что мир мертвых нас видит, слышит всегда и всюду. Не всегда могут достучаться, и не каждый видит эти все данные, скажем, подсказки, да, но оно есть. Вот иногда, например, человек собирается куда-то ехать, и раз думает, что-нибудь просто само по себе упало и разбилось. Блюдце. У многих так было, когда просто стоят, а раз разбилось, упало. Начинает думать, ну, наверное, там неправильно я положила или слишком к краю стола. Ну, люди иногда себя обманывают, чтобы не бояться, да, они так как бы находят причины какие-то этому всему. А на самом деле просто предупреждение, что ехать не стоит, и предупреждает некто, может быть, из родственников. Кстати, недавно я снимала здесь. Я очень довольна результатами. Ты смотрела этот ролик? Не успела еще посмотреть? Нет, Так вот здесь вот та самая душа, которую ты сняла на мониторе, она здесь проявилась. Пока я снимала, она вот проявилась, вот этот шар, там на видео есть. И у нее вот идет шлейф. Вот так. надо глянуть. Да, это почти к концу. Вот у нее вот такой вот шлейф, вот так она вот. И причем такое ощущение, что я, ну, пытаюсь отойти, а она вот вперед к камере лезет. И все это увидели. Я увидела в последнюю очередь. То есть я позже увидела, а зрители намного раньше увидели, чем я там сказала, что... И все же есть предположение, что хозяйка та самая, которая очень любила этот дом и вообще говорила, что да, я хочу этот дом, вот здесь приходить. Ну, что делать? Она правильно сделала, что продала. Это воспоминания и очень больные воспоминания. Но, по крайней мере, я думаю, что она была бы довольна, увидев, что мы эти дома очень любим и очень хорошо обустроили. Все. Господа, вопросы здесь не задаем. Мы уже читаем те, которые были заданы мне на WhatsApp. И не пишите на иностранном языке, потому что у нас русскоязычный чат. И неприятно некоторым, что не понимаете, что вы пишете. Да, может быть, кто-нибудь подумает, что там мало ли оскорбление или что-то еще. Ну, зачем это надо? Писать сейчас сообщение в WhatsApp тоже не стоит. И сделайте это в понедельник, потому что сейчас мы ничего не прочитаем. И тем людям, которые звонят мне в 5 утра или полшестого, тоже большой привет передаю. Потом удивляются, почему они в черном списке оказались таким наивным видом. Вот я в черном списке, я просто сегодня вам звонила. Я говорю, а у вас часы есть дома? Ну, я просто подумала, вы же работаете допоздна. И что теперь? Если я допоздна работаю, тем более мне утром надо отдыхать, спать надо. Ну, да и вообще, если я допоздна работаю, это не означает, что мне нужно звонить в 5 утра, например. Да, вот. Не знаю, что у вас там горело очень сильно, но это неприлично. Ну, не удивляйтесь, что вы оказываетесь в черном списке. Уж извините, но уже сил нет объяснять реально. Чтобы не посылать куда подальше, я просто закрываю и все, чтобы дальше не продолжать реально это все. Давайте, слушай меня. Итак, Начнем. у меня такой вопрос о мертвых к уважаемой Инге. Остаются ли у мертвых какие-то чувства, радость или страх? И если проходят века, и их уже никто не помнит, где они берут энергию, и что потом они просто пропадают? Мертвые сохраняют все свои чувства, и ненависть, и любовь. Вот они вот какие есть здесь, такие они и в потустороннем мире. Единственное, что они могут быть мудрее, они могут быть немножко более разумные становятся. Почему? Потому что они видят потусторонний мир, понимают, законы мироздания им открываются. Не как богам, естественно, но в любом случае открываются более чем
обычному человеку. Они видят своих пращуров, они видят свой род, они видят души своего рода, они видят своих потомков, которые живут здесь на земле. Естественно, они начинают видеть больше, намного, миллион раз, наверное, больше, чем на этой земле. Но они какие были здесь, такие и там. Если человек был здесь убийца, маньяк и прочее, это не говорит о том, что если он умер, теперь он стал хороший, добрый, и вот это. Нет. Он какой был здесь, он точно такой же и там. Был такой случай, советский палач рассказывал, ну, в советское время казнили таких людей, я считаю, что правильно делали, очищали мир. Сейчас вон в черном дельфине одни эти сидят. То, Убийцы. да, серийные убийцы, маньяки, кого только там нету. Я не понимаю, зачем они вообще там нужны, зачем их, кому нужна их жизнь. Некоторые говорят, вот пусть живет, мучается. Да мне ни его мучения не нужно, ничего. Мне такое ощущение, знаешь, жить со страхом, что в какой-то момент какие-то законы изменятся, и кто-то из них выйдет на свободу. Как одного из них выпустили, например, который там в Поворино убивал, причем детей, там, женщин. Так. И он вышел на свободу. Отсидел 40 лет и вышел. Да, он уже старик, глубокий, но он живой. И он вполне может опять это начать. Да, уже не будет надругательства, но просто будет... Он уже не оставит просто никаких свидетелей, даже случайных, понимаете? То есть жить с мыслью о том, что вот эта нечисть, эта грязь где-то живет, дышит, кушает. Причем они так говорят. Я вот этот был Витебский, нет, не Витебский, а вот этот Левиафан его назвали. Душитель тоже недавно. Ну, то есть как относительно 10 лет назад, что ли, его поймали. Или 20, я не помню. И он, значит, я не знаю, где... Ой, это что это за ерунда? Откуда этот... Все. Надоело ересь свои писать. И когда его спрашивают, он, ой, я не помню, я сейчас вообще даже не помню, почему мне это надо было, зачем. Весьма хитроумный дяденька. Все он прекрасно помнит. Почему он так говорит? Мол, я уже другой, мне уже таких страстей нету, я даже не знаю, зачем я это делаю, я даже не знаю, как объяснить. Я вообще ничего... Да, не то, что простите, мол, я даже не понимал, да, и там иконы пишут день и ночь. Так вот, дело в том, что зачем они нужны? Вопрос. Их присутствие на земле. В древние времена казнь была не просто так придумана, понимаете? Не дураки были, тоже могли в клетках держать. Но они понимали, что нужно убирать, знаете, вот больную часть общества. Когда у тебя начинается гангрена, ты не ходишь и таблетки не покупаешь постоянно, чтобы поддерживать эту часть тела. Удаляешь, ампутируешь, очищаешь, оздоравливаешь. Он не должен быть. Вот они как гангрена на теле общества, они не должны существовать. Так вот, такие люди, когда умрут, как вы думаете, они будут добрые, хорошие, такие, я не знаю, спасители, хранители? Конечно, нет. Какие они есть, такие они уйдут с этого мира. Они просто там поймут многое. Не скажу раскаяться, но поймут, увидят, осознают, может быть, что можно было эти страсти, этот ужас в себе держать. А я хочу вам сказать, что это возможно держать. Есть люди, которые ходят. Мне лично один человек писал, что у него есть страсть к убийству. И я ему посоветовала что-то начитывать, сделать и идти обязательно к врачу. И он пошел к врачу. У него есть это. Он говорит, внутри меня некто что-то вот, не то, что прям говорит, но толкает меня на это. Я хочу это сделать, я себя еле держу. Понимаете, это означает, что тот человек, который это сделал, как бы он ни говорил, что вот, вы знаете, я вот случайно какие-то голоса, чушь собачья, они все осознают. Они пишут прошение о том, чтобы их жизнь сохранили. Если человек не понимает ничего, если он безумен, я не знаю, мучается, он вот не хотел, да он никогда в жизни не будет просить о помиловании. Потому что он не понимает, зачем... То есть он не соображает. Раз не соображает, значит... Дальше. Мертвые не меняются. Какие они были при жизни, такие они после смерти. Если они не получают энергию. Послушайте меня.
есть определенное время, когда они должны получать энергию с этой Земли для того, чтобы уйти в лучшие измерения. Когда они... И это время может быть очень, скажем так, большой иметь отрезок, да, то есть отрезок времени может пройти. Кому-то достаточно собирать энергию столько, сколько его последний внук, правнук помнит, как его звали. И все, он уходит в это измерение и там находится. Если его род сильный, если он оставил здесь сильный род, каждый раз, когда люди будут говорить, благодарить, вы прекрасная семья, спасибо вашим предкам, у вас такое воспитание. Каждый раз, когда люди будут восхвалять и благодарить его детей, внуков, правнуков, праправнуков и так далее, определенная энергия уходит к предкам. Вот почему предки поощряют своих детей, помогают им подняться, добиться успехов именно по той причине, чтобы постоянно энергия шла в их семейство, в род, да, и оттуда поднималась к пращурам определенная часть. То есть, оставляя сильный род, ты уже питаешься этой энергией без конца и края, бесконечно, все время. Не обязательно, чтобы знали, что тебя звали Василий, и ты жил 300 лет назад, и ты родоначальник этого рода. Нет. Достаточно, чтобы в твоем роду твои дети, внуки, правнуки, я не знаю, и так далее, были адвокаты, учителя, врачи, меценаты, бизнесмены, я не знаю, певцы и так далее, да? И вот это постоянно, когда люди говорят, вот там вот такой-то такой, вот он поет, они называют фамилию, даже если эта фамилия изменена, в любом случае в генетическом коде, вот в памяти остается, что вот это вот представитель того рода. И все время идет твоим детям и идет пращурам рода, то есть тем душам, которые этот род создали, праотцам. Почему это говорю? Сейчас отправлю тебя к твоим праотцам. Это же не просто так сказано. Так вот, если вы хотите, чтобы у вас была сильная энергия, сейчас кто-нибудь скажет, а если человек не имеет детей, если не бездетный, но человек же что-нибудь делал на этой земле, хорошо, человек может быть бездетный, но человек воспитал поколение, например, была учительницей, да, вот и выпустила много поколений детей. Там же эти дети создают семьи, эти дети чего-то достигают. Каждый, кто внес свой вклад, тот, который создал тебя, то есть тот, который смастерил, зачал, это родитель твой, их родители их родителей, это твой род. И тот, который вклад внес в тебя, и благодаря ему ты, скажем так, живешь, работаешь и так далее, каждый из этих людей получает какую-то свою долю энергии. Мы же не просто так выходим, там, полк бессмертных, когда идет. Почему мы выходим? Каждый показывает своего предка. И каждый отдает определенные, знаете, вот мы смотрим там, ой, смотрите, вот отец нашего президента тоже воевал, да, вот посмотрели, еще какой-то знаменитый человек, вот его отец, его дед воевал, да и вообще просто человек идет, а у него там несколько фотографий, он говорит, вся моя семья воевала, мои бабушки, дедушки, и мы смотрим, читаем там Мария Васильевна, Иван Петрович, и не знаю, еще что-нибудь. Мы это все читаем, значит, мы говорим эти имена, мы помним этих людей, опять же, какая-то энергия идет к ним. Далее, солдаты, которые погибли. Вот мы живем с вами, и наша жизнь – это благодаря тем безымянным солдатам, чьи имена мы даже, может, и не знаем. Не может, а так и есть. Вот благодаря этим безымянным солдатам мы с вами живы. Мы с вами можем спокойно жить, спокойно есть, спокойно построить дом, родить детей. Почему? Потому что они принесли мир сюда, обеспечили этот мир. Так вот, казалось бы, а как помнить этих безымянных солдат? Их имен ничего нету, как мы. А вот так вот, каждый из них, кто сохранил хоть одну жизнь и дал возможность хоть одному роду продолжиться, я про солдат вам говорила уже. Почему говорят, что они найдут лучшее место на том свете, что они будут благословлены, что их все грехи прощаются, потому что они погибли во имя Родины. Потому что человек спасает чужие роды. Смотрите, его не стало, но он держал оборону. Еще раз объясняю и прошу, и говорю. Пожалуйста, доступная магия переименовывайте. Доступная магия, как будто доступная женщина. Это звучит очень по-деревенски, по-колхозному. Это раз. Во-вторых, с дочерних каналов нигде ничего не пишем. В дочерних каналах обязательно закрываем комментарий. Правила для всех одни. Если вы не понимаете, через некоторое время мы начинаем сливать этот канал. Потому что это все-таки не ваша работа, а моя.
Будьте добры соблюдать. Так, дальше. Вот он держал оборону, этот человек, взял на себя огонь. И благодаря ему спаслись там сотни людей, которые в этом здании прятались. Например, женщины, дети и так далее. У каждого из этих детей родился свой ребенок и так далее. То есть этот человек дал основу многих родов, помог, да? Если бы не его жертва, этих детей бы не было. Следовательно, неважно, знают его имя, не знают его имя, но его заслуга там написалась, о нем узнали. Уходят ли души в разные места? Да, уходят. Видимся ли мы со своими родными? Да, видимся, но по-разному. Некоторые уходят к своим праотцам, а некоторые просто в том пространстве имеют право их видеть. Но они живут как на разных этажах, понимаете, дома. Вот. Но есть привилегия. А если у кого-то отец маньяк и убийца, может ли он видеть на том свете? Если он сам такой же станет, да, они могут там увидеться в царстве зла. Потому что такие души уходят в черную воронку Вселенной. А если он прожил свою жизнь намного лучше, то он его там не увидит. Такие, скажем так, страшные преступные души, они не имеют права, они лишены права кого-либо видеть. Различные есть нюансы. Нет, никуда душа не исчезает. Просто те, которые, понимаете, каждого человека помнит. Кого-то благодарность, кого-то с проклятием. Я хочу найти сейчас, вам показать. В Армении есть, в местности Сюник, есть камень. Называется камень Фарангюла. Это камень, под которым лежит предатель Родины. Мелик Фарангюл. Меликами называли мелких царьков, князей. Вот сейчас пытаюсь найти этот камень. Если найду, покажу. Показывали недавно. Ну, не столь важно. Так вот, веками проходящие либо там свои нужды справляют, да, либо плюют на этот камень, либо вытирают ноги. Это веками длится, это уже тысячи лет с чем-то, понимаете? Какая хорошая традиция. Да, хорошая традиция. Вы думаете, его помнят, его постоянно помнят, правильно? Да. И что с этого? Ему что-то идет, какое-то благословение? Нет. Ему идет проклятие. Так вот, энергия проклятия или память проклятия, черная память называется, это тоже определенная энергия, но эта энергия его там сжирает. То есть это как яд, понимаете? Вот каждое проклятие в твою сторону, которое заслужено. Может, кто-нибудь тебя будет проклинать за то, что будь ты проклята, почему тебя все любили, и ты была такая известная, вот, чтобы ты там чего-то. Это не означает, что это дойдет. А если человек действительно предал и продал родину, и действительно его проклинают, и он заслужил это проклятие, дойдет ли? Да. Каждый раз такое ощущение, как будто тебя обдают кислотой. Для души это очень плохо. У него отбирается энергия, у него забирается вот эта сила жизни, которым он там существует. То есть он обессиленный, и он страдает. Вот как мы физически страдаем, точно так же физически, ну, как бы приближенно к этой боли страдает душа. Поэтому многие культуры пытались это как-то объяснить, что это ад, рай и так далее. И объясняли, что вот их жарят, варят. На самом деле это очень в переносном смысле. Каждый раз, когда ты вспоминаешь и проклинаешь этого человека, каждый раз, когда ты проклинаешь его, считай, что ты как бы даешь ему яд, как выливаешь на него кислоту. И он чувствует реальные боли, приближенные к физическому в нашем мире. И они становятся бродячие души. Они бродят здесь между мирами, их очень долго могут не принять туда. Это может пройти сотни лет, пока вот это чистилище пройдет, и его куда-либо примут, но на более высокие этажи, скажем так, он рассчитывать ему не приходится. Именно поэтому очень часто фотографии, когда делают, и если действительно какие-то сущности попадают в кадр, у них всегда гримаса страданий. Очень редко, чтобы они там такие красивые, улыбчивые. У них всегда гримаса страданий. Они всегда страшные, они всегда озлобленные. Это называется призраки. Призраки, как правило, это неупокоенные души, которые бродят, чтобы, страх внушить людям и хотя бы питаться этой энергией страха. Если ты боишься их, то считай, что они прилипнут и очень долго будут с тобой так делать, пока ты
не наберешься храбрости. То есть почему матерят люди? Вот когда увидят призрак или чего-нибудь там, твою мать, гнут девятиэтажную. Это они свой страх, как бы сказать, выплескивают, да, показывают, что они не боятся, они укрепляют себя, они как запрет ставят, вот перестают бояться якобы, и он перестает ими питаться. Это реальность. Вот кто-нибудь боится, например, в комнате спать, вот заходит и обязательно этот силуэт увидит, и боится. А кому-нибудь вообще по одному месту пошел, лег, захрапел, ему вообще все равно. И он хоть там вокруг ходит, просто не машет. Невозможно, он не увидит его, потому что он его не боится. Вот и все. Поэтому и говорят, что ну, в магии нет, нет, страх должен быть, здоровый страх, чтобы ты выжила, потому что ты должна обдумывать, Защитная да, реакция, свои конечно. поступки обдумывать, не идти там какие-то сумасбродные вещи делать, за которые потом ты расплатишься своей судьбой и жизнью, и здоровьем. Но в меру. Если человек боится, ему делать нечего. Если он боится ночью на кладбище идти, если он боится... Я, например, лично больше боюсь бомжей на кладбище, чем мертвых. Вот. Ну, для этого у нас есть свои телохранители, собственно говоря. Ну, слушаем дальше. Мой дядя на вражеской территории воюет против российской армии. Мозг промыт сильно у него. Ужасная ненависть к русским. Он хвастается, что убивает солдат. Нам всей родне в России жутко от такого поведения его и слов. У меня вопрос. Не отразится ли его такое поведение на нашем роде? Что делать в такой ситуации для рода наших детей? Можно ли хоть как-то вразумить таких людей или все безнадежно? Ведь сколько слез матерей и загубленных жизней может быть из-за одного человека, как наш дядя. В наших умах и сердцах это не укладывается. Наш родственник был в Афганистане на войне. Он не был таким, а сейчас это как будто другой человек. Там промывают мозги, там и очень сильная пропаганда, и очень-очень, там просто ну, невозможно. Там сколько хочешь объясняй, говори это. Там уже от человеческого ничего не осталось у людей, реально не осталось. Они готовы свои святыни разрушить, они на все готовы. И население мирное не пожалеет вообще. Там, э, вот ваш дядя накладывает проклятие не на ваш род, а на свой. То есть после него продолжение будет очень болезненное и очень, очень нехорошее. Если род не одобряет человека, он уже на ментальном уровне отталкивает его от себя, понимаете? Есть люди, и называют их проклятые своим родом. Не проклятие рода, а проклятые своим родом. И они приходят к этому моменту. Ведь он не бывает проклятый своим родом, вот так родился, и все его прокляли, ненавидят. Нет, он родился хороший, пухленький ребенок и все такое, да? Но, а потом, через некоторое время, его поступки, его жизнь, все доказывает, что он абсолютно никчемная личность, и он не только свою жизнь поганит, но и поганит жизнь всему своему роду. И тогда род его отталкивает, то есть проклинает, не принимает. Вот вы же говорите, не обязательно там проклинать напрямую, но это то же самое проклятие, да, удивляться тому, что он делает, не принимать это, отталкивать его, отвращение к нему. Это то же самое проклятие, внутреннее проклятие, отталкивание. Так вот, вообще слово проклятие переводится как оттолкнуть от себя, оттолкнуть нечто. И это отразится на его детях, на ваших нет. Это он сделал. Если бы вы одобрили это, если бы вы приняли это, если бы вы аплодировали этому и участвовали в этом, и были бы соучастники, то вы бы тоже расплатились. Но сейчас нет. В данном этапе вот именно его, с него идет это продолжение, да, его дети, внуки, правнуки за это будут платить. Вот такие люди потом приходят, например, ко мне с проклятием рода, вот смотришь, а у него дед был НКВДшник, расстреливал людей в подвалах. Вот сейчас он расплачивается. Будьте любезны, ёбан забить ты отсюда. Я не хочу видеть вашу морду здесь, никого из вас. Интересно вам или не интересно, мне не интересно, чтобы вы здесь присутствовали. Дешевые, ничтожные существа. Сейчас я все брошу и побегу с вами дружить, потому что вы пришли, и вам очень интересно. Вы по себе людей не судите. Это вы вчера самые грязные слова друг другу сказали, сегодня в десны целуетесь.
Это вы вчера, мадам, пришли, извинились у меня, попросили прощения, сняли целый ролик, а потом взяли и сказали, что вы специально это сделали. Такие люди дешевые, им 3 копейки цена, понимаете, на черном рынке. Я не хочу с такими существами не то, что там разговаривать, даже видеть вас, дешевизна, на моих форумах я не считаю нужным. Все. Вот мне одолжение, не будет мешать, очень интересно. Вы что думаете, что если вы мне комплимент сделали, сейчас я забуду вот это вот дешевый, грязный, низкий, подлый, ублюдский поступок? Да никогда в жизни. Пришел человек, извинился, попросил прощения. Потом я хотела проверить, что-то хотела проверить, я понять не могу. Извинилась. Просто вот как можно быть такими вот, ну, сколько вот стоит человек? Человек стоит столько, сколько стоит его слово. Значит, ты вообще бесплатная. Давай слушаем, Ян. Вот приперлись. Очень интересные. Хотела задать вопрос по теме кладбища. Здравствуйте, уважаемая Инга. Я работаю в ритуальных услугах. Магазин находится на кладбище. Недавно хоронили возле магазина, была похоронка. В этот день меня начало морозить, хотя на улице было тепло. А сейчас я очень много пью воды, не могу напиться. Могут ли это как-то связаны эти события? И как можно защититься людям, работающим на кладбище? Ян, вот прям скинь мне, напомни насчет кладбища. Я обещала, но просто прошу меня понять, у меня столько реально работы дел, что, ну, хотелось бы все это, все вовремя снять на каждую тематику, но вот никак не получается. Я вам, всем работающим на кладбище, в ритуальных услугах, в крематориях и так далее, это тоже нужно. Понимаете, это последний праздник человека, и организаторы его последнего праздника, они же тоже нужны. Когда человеку тяжело, больно, вот хоронит близкого человека, настолько ни до чего. Да, Патологоанатомы тоже самое. Да, конечно, эти все люди не нужны. Просто когда человек занят похоронными этими процессами, то есть ему и больно, и тяжело. И нужен кто-то, кто как бы с трезвой головой, поскольку это, ну, не твои родные, естественно, это для тебя работа, это нормально. Врач же не будет сидеть совсем плакать. Он на трезвую голову спокойно, хладнокровно идет помогать. То же самое. Вот в таких случаях приходит вот это вот бюро, и там есть различные там прейскуранты, да, от эконом до шикарных похорон и все, кому кто что может. То есть они предлагают, во многом идут навстречу, скажут, что там нормальные люди тоже работают, не все такие прям. И эти люди, они не могут быть наказаны, потому что они помогают мертвому миру, они помогают ему идти достойно. Вот ленты там, цветы, что еще? В общем, все эти принадлежности, если это крематорий, все это позаботиться о прахе, о всем прочем. И хорошо, что есть такие службы. И спасибо им, что они добросовестно работают. Ну, тем, которые добросовестно работают, а не те, которые бабушкин труп спрятали, пили друг друга, деду позвонили, сказали, или ты у нас заказываешь, или мы твою бабку не отдаем, а потом другие ничего не знаем, или у нас заказываешь, или бабку не отдаем, дед пошел в прокуратуру. Это ужасно, понимаете, как трупоеды. Или похоронили человека, значит, он пришел, сказал, почему тут похоронили, это место я должен продать. Они сказали, ну, вообще-то это рядом с его, как бы, матерью, да, и это наше семейное. Ничего не знаю, уберите отсюда. Ну, естественно, его там отмутузили, выгнали и похоронили человека. На следующий день приходят, а его вытащили. Понимаете, такие вещи делать нельзя. Это тот человек, который достойно выполняет свою работу вот в этих ритуальных услугах, он очень счастлив. Я вам могу показать много таких случаев, когда бизнес, вот жена открыла, например, ритуальные услуги, там крематорий, все расширила постепенно. В Волгограде женщина управляет. У нее 7 детей, она открыла это с нуля после развода с мужем. И вот с этими 7 детьми она вышла замуж за замечательного человека, прям замечательная семья была. Она говорит, такое ощущение, как будто мертвые с того мира, вот за мою добросовестность, мне помогли в этой жизни. То есть есть нормальные люди, есть ненормальные, но если вы работаете в ритуальных услугах, то вообще касаемо мертвого мира, сопровождения, там, похороны, делайте это с душой, делайте это достойно. И вам обязательно сочтется.
По сути, они вам мешать или наказывать или что-нибудь делать не могут и не будут. Потому что вы же им ничего плохого не делаете. Какая вам разница? Вы просто хороните человека достойно. Вот приходят родные, вы достойно. Там есть и косметолог, который там все исправляет, есть специальный, да. Есть моменты, когда люди должны хотя бы попрошаться. Некоторые Даже говорят, те, кто вот, ямы копает. да, некоторые говорят, а зачем это надо? Все равно человек там сгниет, уйдет, вот косметику. Но вы понимаете, что человека нужно проводить, видеть его должны родные. Вот молодая девушка, вот погибла, вот у нее обезобразилось лицо настолько, что ну невозможно. А если в закрытом гробу хоронят, это очень сильная психологическая потом проблема с этим смиряться. Ты не видела человека. И ощущение, что он не умер. И постоянно ты ждешь. Понимаете, у армян есть такое выражение «земля утешает». Вот когда отдают земле, утешается человек. То есть он понял, что вот все. Он не то, что смирился и сказал, что вот ну и пускай, но легче становится. Иногда со смертью легче смириться, чем, например, не знать, где твой ребенок, что с ним сделали. Может, в рабстве, может, издеваются. Вот это страшно звучит, но со смертью легче смириться. Ты знаешь, смерть что такое? Избавление. Ушел он, ушел в вечность. Больно, но переживу. А вот насчет вот косметологов и все прочее. Попрощаться люди должны. Вот я не видела свою бабушку, например, как она умерла. И у меня ощущение, что если я поеду в Грузию, она выйдет, ворота откроет. Как... Я вообще не чувствую ее мертвой, вот не ощущаю ее. А про бабушку я видела, что она ушла, я знаю, что ее нету. Другую бабушку видела, что ушла и так далее. Вот кого я видела, что умерли, тех я воспринимаю как ушедших, остальных нет. Потому что меня там не было, и то же самое. То есть вот это очень нужная профессия. И именно поэтому, зная об этом, понимая это, мертвые вам вот как таковой какой-нибудь страшное чего-нибудь причинить не могут и не будут этого делать. Но среди мертвых же тоже есть разные люди. Есть неприкаянные, есть те, которые молодые погибли, хотят жить и не хотят уходить, цепляются за все. Они не хотят уходить. И так далее. Да, тяжелая профессия. Но потом привыкает человек. Уже для него это становится как обычное дело. И энергия смерти больше вам может причинить какое-то, ну, не зло, но раньше времени начнете стареть. Ну, вытаскивает энергия смерти, вот это вот жилы, да, человек, как бы жизненные силы. А вот для этого нужен оберег. Я вот хочу и никак. Я обязательно сделаю на днях. Тем более, что мы с одной книги уже закончили, скоро как бы немножко посвободнее есть время. Вот она меня бьет каждый день, заставляет быстрее сделать книгу. Ты даже не представляете, с каким тираном я живу. Ян, принеси мне этот фломастер, я сейчас нарисую точку. Это означает «спасите меня, мне плохо». Так, дальше. О чем вопрос? Я дам оберег. Не бойтесь, они вам ничего плохого не сделают. Вот именно какую-то боль причинить, забрать вас, там, вашим родным делать больно. Нет, потому что вы же ничего плохого не делаете, вы же не разоряете могилу, наоборот. Женщину показывали недавно, очень приятная вообще художница, которая делает на камнях. Портреты? Да, портреты, как она красиво щеткой. Это вообще профессионализм высший. И есть такая программа «Не маленький человек». То есть не ну, маленький. Вроде неизвестный человек, но не маленький человек. И она говорит, я когда иду, говорит, я довольна. Такое ощущение, что они как бы мне улыбаются. Ну, то есть они довольны, что я их изобразила, как они хотели бы. Ничего плохого в этом нет. И мертвые не наказывают людей, которые помогают им отправиться, вот, который устраивает их последний праздник, скажем так, да. Но есть энергия смерти, есть постоянно плачущие люди. Люди же там не улыбаются, не радуются, особенно если молодые. Ладно, если пришло, там бабушка умерла 80 лет, ну она должна была уйти, она же миллион лет не будет жить, когда-нибудь же уйдет, это понятно. Дед старый, все такое, но когда молодые умирают, понимаете, это вот энергия этой боли, нужно защититься. Вот и все. Просто вам может быть плохо. Не трагично, но тяжело. Давайте дальше. После смерти и похорон моего отца в доме, где он умер, внезапно появились огромные черные мухи.
И как бы мы с мамой их не травили и убивали, они появляются снова. Но как только прошло 40 дней с его смерти, мухи внезапно исчезли. И я не могу понять, что это могло быть. Вы знаете, один из демонов появляется в образе большой мухи. Это потом, когда демонология, сейчас не буду вас грузить. Мухи вообще, это как... Вообще духи потустороннего мира могут появиться в разных обличиях. Например, вот вышел человек утром и увидел голубя. И через там несколько часов позвонили, сказали, вы знаете, там ваша сестра умерла. Душа принимает определенное обличие. Нам кажется, что это материально. Много раз было в нашей жизни, когда мы элементарно даже видели человека. Вот прошел человек, потом смотрим, что-то он... У меня было так. Человек шел, прошел. Я жду, вот, чтобы ворота открыть, выйти. И хотела посмотреть, там что снять. Идет человек. Я думаю, сейчас пройдет туда. И потом я жду, в окно смотрю, туда нету человека, исчез. Он в лес не ходил, 100%, потому что, видно, я же смотрю по направлению леса и дороги, а его нету. Понимаете, то есть материализуются они, приходят, а нам кажется, что это муха, нам кажется... Это может быть просто, как сказать, что это? Концентрация всяких сущностей, душ. И они могут появиться в любом обличии, показаться вам, и показаться мухами. Это игра не воображения, а игра зрения. То есть они вам вот такими кажутся. Потому что у нас стоит запрет, и мы не имеем права видеть потусторонний мир, поскольку, как бы сказать, да, Вельзевул. Но это не обязательно тут писать, потому что это потом сейчас начнут, а кто он, чего он. Я же не просто так сказала, это отдельная тема. Я помню, такой анекдот был, когда теща все время говорила, да на тебя там, да плевать на тебя, ладно, плевать мне на тебя, плевать. Когда она умерла, ее похоронили, и зять такой сидит, и вдруг ворона каркнула и сделала свое дело сверху оттуда. И он говорит, эх, мама, вы и тут меня достали. На тебя. Вот все равно сделала. Где-то это ближе к истине, потому что все-таки анекдоты и всякие легенды тоже, знаешь ли, не с пустого места созданы. Почва есть какая-то. Что еще у нас? У меня вопрос к уважаемой Инге по миру мертвых. У нас обычай. В гроб покойнику кладут икону. И когда просятся, все икону забирали домой, читали молитвы, зажигали свечи. Кто это придумал, не могу сказать. Эти обязанности были на меня возложены. Прослушав, Инга, ваши ответы про мир мертвых, я в шоке и не знаю, куда деть мне эти иконы. Может, отнести на кладбище и закопать к ним? Подскажите, пожалуйста. Про свечи никто не помнит, куда дели. Этого не знаем. Буду ждать третью часть. Спасибо. Вы знаете, вообще вот все эти традиции, обычаи христианства, вот эти причудливые, Какие-то ужасные. лучше вообще не делать, реально. Потому что то иконы оттуда берите, то, не знаю, путы, то что-то сверху, то его свечи берите домой, еще какая-то хрень. Да, ежели можно. Вот, и это все настолько вообще непонятно для меня, на самом деле. Не то, что непонятно, я понимаю, к чему это. Но все направлено на то, чтобы просто остановить развитие человека. Реально просто остановить развитие человека и как можно больше нанести человеку урон. Дальше. Уважаемые, я поняла, что Вельзевул, я это знаю без вас. Не надо мне подсказывать. Я же вам сказала, отдельная тема. Вот именно для того, чтобы сейчас не начали писать, а кто он, а зачем он. Поэтому я и сказала, один из демонов приходит в обличие мухи. Теперь, что делать с этими иконами? Я вам уже говорила и объясняю. Никогда не обижайте другой эгрегор. Если вы, значит, не верите или вышли из этого эгрегора, и вы не считаете нужным больше держать у себя все эти атрибуты этой религии, просто что делать? Просто уходите оттуда. Без никаких оскорблений этой силы. Это, во-первых. Иконы отнесите туда, в церковь. Просто оставьте в церкви. Я знаю, что многие попы там орут,
Зачем вы тащите их? Они, зачем вы тащите? Я помню, один раз проходила там Бутовское кладбище, в общем, шла по своим делам. И прохожу, и там бабки стоят, ждут возле церкви. Поп вышел из церкви, проходит. Я возле этого попа практически сравнялась с ним. И эти бабушки оттуда: ой, батюшка, мы это самое, хотели с вами поговорить. И он выругался матом. Сказал: да ну у вас... А, да, что вы хотели? Да, скажи, что-то случилось? И улыбнулся широко. А секунду назад он их там по матушке так послал, что у меня уши в кулек свернулись. Я охренела, думаю, вот это верующий человек. Сразу видно, что вера есть. Где-то очень глубоко. Друзья мои, в основном сейчас, вот как все эти монархи, да, все эти дома, все эти королевские, царские дома, они в основном, ну точно так и церковь, декоративный характер несет просто. Традиция, обычаи, патриархи, представляете, царят патриархи на своих престолах. Вот единственный престол, который сохранен у нас, то есть святой престол называется. Представьте, уже давно многих царей, королей нету, а патриархи еще царствуют. Извиняюсь за выражение, сейчас. Но при всем этом есть и очень церковные, действительно достойные отцы. Я, например, преклоняюсь перед патриархом Грузии. Да, я не христианка, и к христианству отношусь равнодушно. А тебе? Это ты мне сделал? Я и себе кофе сделала. Ладно. Просто она с молоком не пьет, поэтому. Да. То есть я оцениваю личность, масштабность человека, понимаете? А не то, сколько раз он там поклоны бьет. Но по масштабности это замечательная личность, это великий человек. И я говорю, что грузинам повезло. Вот если бы не он сейчас, он уже старый человек, под 100 лет ему. Вот если бы не он, Грузия давно бы раскололась. И вот все эти процессы в Грузии, которые он держит под контролем, и все же народ сплочается против этой грязи, которая из Европы хлыщет, это благодаря вот патриарху Грузии. У нас тоже был такой Вазген первый. Но сейчас у нас вор в законе, там не патриарх, это какой-то, уличный хулиган. Он так разговаривал, когда встретились два патриарха Грузии и Армении. Я чуть просто вот прям сквозь землю не провалилась, как он там с ним разговаривал вообще, с этим почтенным человеком. Он: чего ты там сказал? Ужас какой-то, просто кошмар. Понимаете, вот масштабность личности. То есть отнесите, будут орать эти попы и ваши иконы там. Один поп вообще сказал одной женщине, она говорит: я раскрещиваю не сделала, и все иконы перед этим отнесла в церковь. Я, говорю, захожу и говорю: батюшка, я хочу вот церкви отдать иконы. Да задолбали вы, ну я так культурно выражаюсь, со своими иконами, засуньте себе в задницу, что вы сюда носите? Обалдеть. И этот, которая там есть, всегда какая-то божий одуванчик, продает свечи. Во благо Христова, во благо. Не видишь, всегда в каждой церкви есть такой божий одуванчик, святая женщина, которая продает, значит, свечи и все такое, постоянно говорит во славу Божию и все прочее. И вот это вот божий одуванчик, говорит, чуть в обморок не упала. Ой, батюшка, что у вас бес вселился, вам надо в этот монастырь какой-то. А он повернулся, сказал: да ну тебя и нахер, блин, заткнись, тоже там бормочешь. Помнишь, телефоны, которые звонят во время службы, будут опущены в святую воду. Да. Свечи, которые вы берете не в нашей церкви, Богом не считаются. Что еще было? Не учитывается, да. У нас есть новая Библия с более интересными сюжетами, развлекательными какими-то. Они добавили более развлекательные моменты. Какой-то ужас. Почему это происходит? Потому что люди не идут. Исчерпала себя эта религия. Вы никогда не задумывались, почему язычество было более 10 тысяч лет, если не больше?
Это так по скромным подсчетам, да? А новые веры больше 2000 лет не дотянули. Да, ну, голод, духовный голод. Вот идешь к ведьме и говоришь, я умираю, мне плохо. Что происходит? Почему у меня так происходит? Она смотрит и говорит, она ведьма настоящая, она говорит, проблема в чем? В тебе, в твоем роде. Или вот, ну, ты что-то сделала в жизни такое, ну, увела там из семьи и так далее, потом передумала, всякое бывает. Вот эта женщина пошла на тебя сделала, и у тебя жизни нет. Она берет и помогает, спасает тебя. Так? Как она спасает? Древними заговорами. Заговоры, которые обращены к тем самым богам, даже если они переделаны под христианский эгрегор, неважно. Все, ты пришел, ты получил спасение через древних богов, то есть ведьма это та самая продолжительница язычества. Просто она может там одно время они прикрывались тем, что они христиане, чтобы от преследования уйти и все такое, да, но на самом деле это язычество, последователи языческого культа. Теперь приходишь к батюшке, страдаешь из-за грехов, не страдай, то есть нет грехов, ничего не сделала, предки виноваты. Ну, предки вроде нормальные люди, ничего такого здесь нету. Что, в чем искушение, искушает нас. Мы проходим что там? Испытание, так надобно. То есть ты не получаешь ответ на вопрос. Человек умирает, каждый молится, приходит, говорит, я молюсь, там, все соблюдаю, но не помогает, ничего не меняется. Я не могу вылечиться. Вот сиди, обмолись день и ночь с Деве Марии, чтобы грыжа исчезла. Она не исчезнет. Я, кстати, снимала же целую лекцию, да, заговор или молитва. Она не уйдет никуда. А вот идешь, скажем так, к человеку знающему, отчитала грыжу, все, она прошла. Как понимать? Почему эта сила, которая милосердная, добрая, хорошая, тебя не слышит? Потому что она тебя не любит. Религия себя исчерпала, она не отвечает на духовные вопросы. Ну вот пустота, ты не получаешь ответа. Что бы ты ни сказала, ты виновата, ты плохая, кайся, плачь. Вот мы вечно должны каяться, плакать, себя убивать. Почему-то те, которые нас учат каяться, да, как-то они себя ни в чем не отказывают. Вон у нас жили в студенческие годы, там батюшка жил, там попадья такая вся в золоте, в бриллиантах. Кстати, когда грабят этих попов, выносят на миллионы долларов бриллиантов, золота, они как, когда говорят, откуда у вас такие деньги? Обижаешь, прихожане очень щедрые, сын мой, так нельзя говорить, и все такое. Так вот, Ян, еще в то время, 90-е, самые крутые джипы, они сидели, ездили, там, муж, женой, там, она, он. Сейчас-то ничем И не вышел отличается. он, в рясе пошел домой, вышел оттуда в джинсах, весь такой, знаете, прикид, такие толстые эти цепи золотые на этих, и на себе, и на, не знаю, браслеты, короче. И подходит к одной, там стоит такая вся была, такая, дала и по жопе. Ну что, говорит, девка, пошли потусуем. Да поехали, батюшка. И они поехали перед нами, вот прям у нас глаза на лоб. И он такой, что смотришь, что улыбишься? Еще я, блин, чуть не обматерил. Батюшка. Святой человек. Батюшки мои. Туда обычно идут люди, которые любят хорошо зарабатывать и любят командовать. У них тщеславие, понимаешь? Вот к ним же, ему там 30 лет, а бабки старые приходят, батюшка, руки целует и так далее. Тщеславные люди, которые любят быть важными какими-то, ну... А как легко добиться в нашем мире? Объявить себя ведьмой, да, некоторые как... Вот ведьма объявила, пошла какие-то битвы, какая она, как в этом фильме «Робинзон». Мы на него смотрим и говорим а он нам говорит и мы все Вот. Или так, или пойти в духовную семинарию, или пойти в монастырь. Многие туда идут из-за тщеславия, я вам скажу. Давай дальше. Сейчас. Вот. Так. Угу. Уважаемая Инга говорила отправлять вопросы к вам. После того, как прослушала лекцию про проклятие и вернуть любой ценой, решила написать. Я во время беременности работала в тяжелых отделениях в реанимации, взрослой и детской. Тяжелое состояние у пациентов. Были смерти, слезы, проклятие родственников и родителей. Вопрос у меня такой. Могла ли моя работа медсестрой в отделении реанимации повлиять на мою дальнейшую жизнь и на судьбу моих сыновей?
Могла. Вот всегда говорят, таких женщин. Почему беременных женщин оберегали? Не только потому, что они впечатлительные или там еще, а потому что боялись, что вот эта вот неправильная обстановка, нездоровая обстановка может отразиться на их детях. Могла отразиться. Женщину, например, в исламе вообще не пускают на кладбище. Считается, что она слабая, и в нее могут вцепиться всякие духи. А уж беременную тем более. Беременным женщинам запрещалось вообще на похороны, хоть кого, даже мужа ее хоронили, ее не пускали туда. Могло быть подселение, боялись этого. Беременная женщина не должна была работать в определенных местах, где постоянно слезы, смерти, болезни, потому что эти все энергии болезни и слезы, она же впитывает, она же себя чувствует виноватой, в конце концов, да, там человек вот умер. Ну, понятное дело, родственники, они в ярости могут говорить что угодно, иногда и незаслуженно, но в любом случае могло. Эти все постоянные проклятия, эти все постоянные посылы ненависти, они могли прийти. Каждый посыл ненависти, каждое проклятие разрушает нашу энергию. Почему я говорю людям, вот я детей учу, там сидели, они кушали в этом нет, Макдональдс сейчас нету, крошка-картошка. В общем, все съели, встали и уходим. Я говорю, так, ребят, собираем и мусор выкидываем. Ну, они сами унесут. Я говорю, нет, давайте выкинем. Я вам объясню, почему. Вот выкинули, вышли, я говорю, да, они сами унесут. Но подойдет эта уборщица, которая замучилась, да, все время убирать, скажет, свиньи, блин, не могли за собой убрать, я тут уже устала, у меня ноги болят. Понимаете, где-нибудь пойдешь, зайдешь в такси, значит, а чем музыка-то не такая, почему у вас не проветрено, а чем вот это вот так вот, а почему у вас сиденье такое? Ты достанешь этого человека, от него идет посыл ненависти к тебе. Он, может, ничего не скажет, но он все равно подумает о тебе и пожелает. Вот именно поэтому нормальные люди, достойные люди, люди, которые вообще успешные, чего-то добиваются, они, по сути, добрые очень. Вот если заметили, да, люди, которые, ну, скажем так, они простые, они оставляют чаевые, они даже в своих этих гостиницах поправляют все. То есть у них нет вот этого фырканья. Это выскочки и ничтожества, которые всю жизнь были никто, и в какой-то момент резко кем-то стали, они начинают унижать и отрываться на вот уборщицах, на прислуге, то есть отрываются. Потому что они понимают, что они ноль, ну, никто, никакой заслуги у них в жизни нету. Поэтому они вот постоянно как бы вот это вот вымещают, самоутверждаются, одним словом. А человек, который сам поднялся, он очень простой, и он очень добрый, он очень обходительный, очень достойный. Екатерина Великая сама свои манжеты стирала. Ей не могли нормально постирать так, чтобы ей понравилось. Она стирала свои манжеты. Вы представляете, императрица вот этой огромной страны, просто самая богатая и могущественная женщина своего времени, вместо того, чтобы их за волосы таскать, она говорила, принесите тазик и мыло, я сейчас сама сделаю. А вот Елизавета Петровна, поскольку она родилась в этой семье, она была выскочка. У нее мать была прачка, и она была гулящая мамань. И все время говорили, напоминали, все ее детство и юность была, вот твоя мать, там гулящая, там чухонка, кто она такая и так далее. Она реально была выскочка. Она вот пришла, и она отрывалась по полной программе, потому что ей там все время это напоминало. Да, она была царских кровей по отцу, но представь, расти в семье, где все время тебе говорят, да, ты кто, кем рождена и все прочее. И она отрывалась, она из своих слуг и дурами, и суками, как только не называла. И била их, и за волосы таскала. То есть вела себя совсем не по-царски. Так вот, о чем это говорит? Что, о чем мы говорили? О простоте. Посылы. Постоянные добрые посылы, хорошие пожелания, они обеспечивают тебе удачу во всем. Поэтому старайтесь, особенно в беременное время, не работать в таких местах, где проклятие, ненависть, злость и все прочее. Нужно было, хотя бы если первую беременность вы так прошли, надо было уже о второй думать, взять отпуск, уволиться. Я понимаю, что у людей бывает иногда безысходная ситуация, некуда деваться. Но хотя бы в другое отделение перевести, что ли. Лучше хорошее будущее, чем деньги сейчас. Да, но иногда бывает, что, знаете, женщине некуда деваться. Некоторые женщины вообще все терпят. Особенно я видела, как показывали суррогатную мать, которая рожает этих детей.
отдает, видно, что ей больно. Она с помощью вот этого суррогатного материнства купила дом и все прочее. И говорит, я просто встаю, вся такая уже разрезанная, все, и ребенка нет, и ничего нет. Ну, деньги на счет поступают, да. И нормальные там, и спросили, как муж ваш относится? Ой, он очень хороший человек, он очень понимающий. Очень хороший человек, заставляет жену рожать, проходить через ад, чтобы самому ничего не делать. Такой хороший человек, понимающий. Еще бы он не понимал. Еще бы он с ней там ругался. Дойную корову нашел, красота. Почему он не пойдет, кровь не сдаст каждую неделю, да, а не заставит ее рожать? Представляете? Так что бывает ситуация, когда женщине некуда деваться. Но ваш мужчина должен это понимать. Давайте дальше. Однажды вечером я почувствовала запах бабушкиной выпечки. Бабушки уже нет в живых. При жизни она очень много готовила вкусной выпечки, и аромат распространялся на весь дом. После этого в течение нескольких дней мне сообщили о смерти мамы. Подскажите, пожалуйста, духи нам через ароматы и запахи тоже дают подсказки? Да, да. Очень много случаев, когда, например, муж погиб, моя подруга проводила своего мужа, и она вышла после него замуж, ну, развелась. Она сказала, все равно такой любви не будет, и бесполезно это искать похожего. Он погиб в Чечне, второй чеченской. Она говорит, я иногда захожу в ванную, и ощущение, что я чувствую запах его туалетной воды или его шампуня и так далее. Да, они могут дать о себе знать. И особенно он активизируется ближе, например, когда день ее рождения, день рождения их дочери. Вот такое время он активизируется, дает о себе знать, что он здесь. Когда-нибудь дома чувствовали запах такой пряный, как сказать, гниющие цветы, знаешь, вот такой вот сладковатый. Такой запах чувствуется иногда дома, а потом через некоторое время узнаете, что кто-то из родных умер. У смерти есть свой запах. Вот когда я такое чувствую, мне очень страшно становится. Я несколько раз в жизни это чувствовала. Либо идет от именно человека, либо он убивал. То есть он либо воевал, либо что-то там такое. Ну, смотря как, по-разному уже ты видишь, или преступная деятельность человека, или он воевавший человек. И вот этот сладковатый запах вот прелых цветов, как венок пахнет. Потом, вы никогда не чувствовали дома вот просто ни с того ни с сего запах роз, особенно запах роз. Всегда запахом роз приходили духи, которые хотели сообщить о чем-то хорошем. Цветочный запах, но запах роз. Тысячелетиями это запах роз. Говорится, об этом пишут в этих старинных книгах. Ну, те люди, которые еще были живы, и сейчас они тоже стали душами. Вот именно запах роз внезапно дома бывает. Запах серы, тухлых яиц. Заходишь домой, тухлятиной воняет, фу. Это еще от заводов бывает, прям жесть. От заводов бывает, но бывает, что совершенно нету причины, но воняет тухлятиной дома. Если воняет тухлятиной дома, это означает, что дома низменные духи, что дома надо очистить. Они обычно, когда слишком большая концентрация, они начинают пахнуть. Но вы этот запах чувствуете после того, как дома начинаются скандалы. Вот постоянные скандалы, нервотрепки, через некоторое время начинает дома запах тухлятины. Так что да, могут, особенно недавно ушедшие, ну даже давно ушедшие могут дать о себе знать определенным запахом. Так вот она, когда второй раз вышла замуж, он приходил во сне, он сказал ей, я не хочу тебе запрещать выходить замуж, потому что ты молодая. Я не хочу, чтобы ты меня потом ненавидела из-за того, что я тебе мешаю. Я не буду тебе мешать, но это не тот человек. И вот когда после там какая-то маленькая свадьба у них была, они расписались, пришли домой, и ночью, перед их брачной ночью, и она идет в ванную по своим делам и чувствует его запах, то есть запах его духов, его. И она говорит, я там разрыдалась, и ничего у нас не было, я до утра там в этой ванне сидела, он уговаривал. Одним словом, не получилось у них ничего, понимаете? Ну,
Хорошо это или плохо, но, по крайней мере, он предупреждал, потому что он оказался мошенником и подонком. Просто так мертвые не предупреждают. Так, дальше что у нас? У меня такой вопрос. У нас на Кавказе, если умирал ребенок, то его выносили через окно, а не в дверь. В чем смысл этого обряда? Молодая женщина, если умирала молодая женщина, да? Если ребенок. А, ребенок или молодая женщина. То есть человек еще пока молодой. Сейчас объясню, но для начала хочу еще раз объяснить для тех, кто русский язык не понимает. Уже было сказано, что здесь вопросы не задаем. Здесь ответы уже на вопросы. Вопросы уже есть. Вопросы отправляйте на WhatsApp Яне, но не сейчас, не в сию минуту и не в выходные. Просто на днях, с понедельника, начиная до 11 часов вечера, можете отправить, написать вопрос насчет этого. Пожалуйста, внесите, потом, если что, ответите. У меня уже очередь забивает, представляешь? Пожалуйста, меня имейте в виду, чтобы я на следующий прямой эфир на мой вопрос ответите. Насчет, ясновидения. Знаешь, да, такое? Меня первый поймей, пожалуйста, насильник. Женщина уже с зарубежья нашего приехала в Москву, и носильщики ходят туда-сюда, она там, насильник, насильник, меня первый поймей. Вот. Будьте так любезны. Не надо мне сейчас, чтобы я тоже превратилась в того носильщика. Так, что мы хотели насчет ребенка или молодого? В окно почему выносили? Чтобы больше таких смертей не было. Если выносят в дверь, значит, в этом роду еще будут молодые смерти или смерти детей. А в окно выносят, чтобы больше таких смертей не было. То есть обманывает дух смерти. Не показывает, что он умер. То есть он еще не умер, он есть. Вы же пришли его забрать, а его вы еще не забрали, значит, остальные и будут живы. И поэтому его выносят через окно. Это символично. Чтобы смерть не вышла через нашу дверь, то есть не открыть смерти двери, чтобы она опять не забирала молодые жизни. Вот почему. Давай. Еще мне интересно про похороны узнать. Умершего человека лицом располагают в сторону востока, на выносе. Его гроб 3 раза поднимают и отпускают на тахту. 3 стука должно быть. Угу. Далее его гроб поднимают 3 раза, постукивают в дверь со стороны его ног, поворачивают головой к выходу, закрывают дверь за ним. Далее выносят во двор, ставят на стулья, прощаются, также 3 раза постукивают, потом выносят. К чему это все? А еще на том месте, где находился гроб, ставят камень, стакан с водой и кусок хлеба до 7-го дня. Это мне также непонятно. Это пишет мусульманка. Она не написала. Это пришло из ислама. Даже если некоторые народы соблюдают эту традицию, это из ислама. На восток поворачивают к Мекке головой. Это священный город мусульман, куда все идут на паломничество. Поворачивают на востоку, к священному городу Мекке. То есть мертвец кланяется священному городу Мекке, символу ислама. То есть он последний раз делает свой намаз, свое поклонение, свое почтение к Богу, которому он верил при жизни. Его опускают, потом дальше его выносят, стучат 3 раза, то есть ему говорят о том, что ему здесь больше делать нечего, активизирует его пространство последний раз. Он уже чужой. Вот вынесли его, как приходит гость, он стучится, да? Вот когда его выносят, стучаться в двери или в дверной проем. Для чего? Чтобы показать, что ты здесь уже гость, ты здесь больше не живешь, ты чужой. Потом спускают. Это делается как намаз. Он не может сам сделать, его спускают, поднимают. Имитация намаза, то есть последний раз, последняя молитва. И поворачивают головой к Мекке, ногами к двери. Выносят, стучатся, показывая ему, что здесь ты больше никто. Тебе здесь вернуться нельзя, это не твой дом, ты уже чужой. Ты будешь приходить только как гость. Если тебя пустят, то придешь. Если нет, то не входи. Потом уже прощаются и хоронят. Обычно мусульман хоронят в тот же день, когда человек умер. Это в последнее время немного так изменилась традиция, чтобы люди прощались.
А так хоронили в тот же день. Во-первых, там климат жаркий, нельзя было никак дольше держать. Во-вторых, традиция такая. В тот же день отдать, то есть человека освободить. Что там еще? У меня бабушка умерла в Армении в прошлом году. Я ее любимая внучка. На похороны поехать не смогла, так как живу в Москве и на работе не получилось отпроситься. Я отправила вино курьером. Она мне снится, что мне можно и нужно делать. Не в обиде ли моя бабушка на меня, что я не смогла присутствовать на похоронах, раз она мне снится? То улыбается, то говорит, то руку мою трясет, и нож был рядом. Если можно спросить у дорогой нам Инги. Возьмите черный хлеб. Это рецепт моей бабушки, как она делала, если приходили мертвецы. Берете черный хлеб, кусок черного хлеба, идете, поворачиваете спиной в темное время суток, подальше от дома. Ну, может быть, там парк, лесополоса, дорога, неважно. Но там никого не должно быть. Поворачивайтесь, кидайте через левое плечо и говорите: живым живое, мертвым мертвое. Свой кусок или свою долю бери, а меня оставь в покое. И уходите. И в эту ночь кладете нож или под подушку, или под матрас, ну, чтобы не порезаться. Под матрас, наверное, лучше. И все, засыпайте. На следующий день этот нож можете использовать или куда-нибудь убрать. Но если люди не понимают уже 5-й раз, к чему этот снится, к чему тот, давайте все свои сны вот с самого роддома мне перечисляйте, когда кто вам снился еще. Не стесняйтесь, я никуда не спешу. Как там, да, я сейчас свои просьбы коротко изложу. Вот. Сделайте это, и ваша бабушка уйдет. А вообще возьмите ее фотографию, поговорите с ней. Вы родные люди, можно и так сделать, но вот этот ритуал с куском хлеба обязательно проводите. Это как провести ее, это как с ней попрощаться, это как отдать ей некую долю своей энергии напоследок, как делают те, кто приходит на похороны. Раз вы не пришли, вот она к вам является. Так, что еще? Моя мама очень тяжело болела, я всегда была рядом с ней. Был июль, жара была невыносимая, дышать нечем. И просто в один момент мне стало так холодно, что я одела зимние носки и теплый халат. Через час мама умерла. Что это было? Мы сегодня мистические истории будем читать? Ну, сейчас вот и буду. А может быть, только вопросы? Ну, давайте только вопросы. Тогда я переделаю название, чтобы было правильно. Так, еще раз говори. Моя мама очень тяжело болела, я всегда была рядом с ней. Был июль, жара была невыносимая, дышать нечем. И просто в один момент мне стало так холодно, что я одела зимние носки и теплый халат. Через час мама умерла. Что это было? Это было то, что за ней пришли. За ней пришел потусторонний мир, чтобы ее забрать. И поскольку это гробовой холод, вы это почувствовали. И, естественно, она ушла. Она ушла именно потому, что, неудивительно, что она ушла после того, как вы это почувствовали. За ней пришли. Вам стало холодно, вам стало смрадно, как в могиле почувствовали. Окружили духи, пришли за ней ее забрать. А они очень такие, могильный холод источают, скажем так. Вот это можно просто физиологически объяснить даже. Тут мистики нет. И давай еще один вопрос. От нее же. Да. В стрессе была. По незнанию захоронила урну с прахом. Стоит ли перезахоронить ее, высыпав прах в могилу? Нет. Ничего такого не сделали. Желательно, конечно, чтобы прах ушел либо в воду, либо на землю, либо на ветер. То есть освободить прах. Но именно душу этого человека вы уже освободили. Собственно, вы ничего такого преступного не сделали. Можете не переживать. Вы освободили душу тем, что кремировали, уже освободили душу. А дальше, что там с прахом будет, это не столь важно. Но желательно, конечно, отдать Вселенной. Вот откуда пришло, туда и ушло. Но если вы это не учли, не сделали по незнанию, тут нет никакого наказания, можете не переживать. Или мистической потом снимем, или сейчас снимем. Я могу несколько? Да нет, наверное, потом, да. Настроимся лучше, и будет правильно. Потому что я считаю, что уже достаточно ответили, да? А сколько там идет?
Сейчас 14 минут. Мы уже достаточно ответили. И мы уже мистике посвятим отдельно. Но вы также можете продолжать скидывать мне свои вопросы по мертвому миру, можете скидывать Да. свои мистические истории и истории встречи с домовым. Мы будем делать отдельные прямые эфиры. У нас встречи с домовым достаточно накопилось? Ну, я не считала. Скидываю так и все. Ну, хорошо. Вот и проведем на днях, вот разнообразим, имею в виду, вопросами, да, чтобы не повторяться. Хотя мир мертвых тоже очень важен и важно знать. Но в любом случае. Все, дорогие друзья, всем доброго вечера. А тем, кому я должна ответить по консультации, я сегодня постараюсь всем, кому успею, ответить. Это там просто на всякий случай, чтобы вы знали. Я постепенно отвечаю. На меня, правда, навалилось очень много прям. Поэтому мне нужно настроиться и отвечать. Всем удачи и всех благ. Так. Сегодня, может быть, еще и сниму.